Привет, друг! Большое спасибо, что ты смотришь это видео. И прежде чем мы начнем, я хотел бы попросить тебя о 3 простых вещах. Первое. Обязательно досмотреть это видео до конца. Второе. Поделиться этим видео со своим другом, которого также затронула проблема алкоголизма. Третье. Написать свой комментарий по поводу того, что ты посмотришь, поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. А мы поехали! В любом случае, решать вам. Я вам хочу сказать одно. То, что когда я начинаю с людьми беседовать на эту тему, я понимаю, что мне этого не стоит делать, потому что у каждого своя жизнь, у каждого своя песня, каждый считает по-своему. Я не хочу никому навязывать, я просто хотел вам рассказать, как классно быть полностью трезвым. Это будет новый виток в вашей жизни. Очень много чего поменяется. И поверьте мне, поменяется в лучшую сторону. Ведь посмотрев на жизнь трезво, возможно, вы найдете решение той проблемы, которую вы на данный момент заливаете. Доброе утро, друзья! Это отличное утро для того, чтобы рассказать вам историю, как я бросил пить. Вернее, употреблять алкоголь вовсе. То есть на данный момент я уже более 3,5 лет не брал алкоголь полностью, если не считать конфеты с ликером, которые мне иногда подбрасывают. Значит, все началось с того, что первую свою пиво я попробовал в лет 13, а водку мы попробовали в лет 16. А вот это состояние алкогольного опьянения, оно, конечно, давало свои великолепные плюсы. Ты расслаблялся, ты мог лучше общаться с женским полом. Это было до того момента, пока ты не перепивал и не блевал себя на ноги. Но до того момента, когда ты был в нужной кондиции, все было хорошо. У нас даже с моим корешем гуляли по городу и знакомились с девчонками. У нас было такое единственное требование: если баба пьет, то с ней есть смысл пообщаться, потому что мы брали чекушечку водочки, переливали ее в бутылочки колы и ходили по городу, пили и угощали этим зельем вновь познакомившихся с нами девушек. И тогда действительно было очень весело. Потом уже в более осознанном возрасте я понял, что от водки мне становится плохо, и решил перейти на элитный алкоголь. То есть, когда я куда-то ездил, в какие-то поездки, я всегда с собой привозил какие-то канадские виски, какие-то английские скотчи, вино, какие-то бренди, короче, всякую такую бородень. И у меня создавалось впечатление, то, что чем больше разнообразного классного алкоголя пью, тем более наполненной и лучшей и крутой жизнью у меня становится. Я очень любил покупать виски какие-нибудь и приглашать к себе домой противоположный пол. И под этим зельем мы также отдавались различным усладам. После нескольких раз, когда мне действительно стало очень плохо от жесткого алкоголя, я перешел на более легкий алкоголь. Когда я отвел себе специальный сервант, знаете, для того, чтобы собрать там какие-то элитные сорта, там различных там грузинских вин, французских, через один раз я поехал на дачу, мне надо было вернуться, а мой дед, который из деревни и не разбирался тогда в этих всех звездочках и наименованиях, просто это все выпил. И сказал: ну, брат, просто денег не было, а тут бутылки. И я к ним приложился. На этом, как говорится, мое коллекционирование элитных сортов алкоголя закончилось. Я начал бухать пиво, потому что я считал, что пиво — это такой легкий напиток, он рекламируется, это абсолютно безобидная тема такая. Ты можешь выпить бутылочку, 2-3 и
более-менее нормально себя чувствовать. Ну, а если хочется упиться, можешь купить 2 полторахи. К примеру, это доступно, и вроде бы это не водка, не жесткий алкоголь. Я подсел на пивной бочонок, как говорится. И развился, я так считаю, как самый жесткий вид алкоголизма, как пивной алкоголизм. Это тогда, когда ты пьешь понемножку, но часто, каждый день, и ты не замечаешь, как ты становишься пивным алкоголиком. Нет, вы не думаете, что я где-то стоял там под магазином каждое утро, собирал бутылки, их сдавал и на это покупал. Я работал, я чем-то занимался, правда, все мои занятия были безуспешные. Я это не связываю с алкоголем, просто как бы такой период в жизни, что я, заходя в магазин, я покупал там, к примеру, не сок, не еще что-то, я покупал, я не мог пройти между стеллажами с пивом и не захватить бутылочку 2 пенного напитка. Я думаю, что многим из вас знакомо вот это чувство. К пиву, естественно, покупалась рыба, чипсы и всякое такое, что, естественно, в кавычках хорошо влияет на нашу с вами фигуру и на наше с вами пищеварение. Вот мне исполняется 24 года, вот мне исполняется 25, и многие мои знакомые начинают мне намекать, что у меня появился второй подбородок, у меня появился живот, я стал похожим на розовощекого хозяина какого-нибудь мясоперерабатывающего завода, который, знаете, когда застегивают рубашку, у него аж расходятся и натягиваются пуговицы, и он такой идет, и ему уже сложно нагнуться, застегнуть, завязать, к примеру, шнурок и даже пробежать за автобусом. И тогда я понял, что надо было бы отказываться от употребления даже этого напитка. Но, к сожалению, у меня не получалось полностью исключить его из своей жизни, и вряд ли у многих людей, которые хотят бросить, это получится просто так. Потому что наш организм устроен так, что только очень волевые люди, реально с очень большим желанием, я не говорю про себя, я такой же, как и все, смогут полностью отказаться. Это буквально единицы. И, скорее всего, вы в эти единицы не попадете. Вот это поворот! Я решил заменить пиво на вино. Но вот в чем проблема. Мой организм настолько привык к поглощению большого количества алкоголя, что одну бутылочку 0,7 вина какого-нибудь там дешевого полусладкого он не замечал. И поэтому мне приходилось на каких-нибудь тусовках выбивать 2 бутылочки по 0,7 для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Я начал еще больше уходить в алкоголизм, потому что вино – это такой же алкоголь, как и все. И несмотря на то, что это прерогатива, как считается, эстетов, он тоже влияет на все. Знаете, все, как говорится, нужно в меру. А у меня меры этой не было. Помню, я сажусь в метро, мне нужно было ехать к своей девушке на выходные, и мне становится плохо, и я начинаю блевать себе под ноги. Вы представляете? Хорошо, что в этом метро не было людей, потому что мне стало бы очень стыдно, ведь я хотел наблевать прямо на перроне. Вы представляете мое состояние? Я смотрю на себя, у меня в жизни ничего не получается, бизнес не идет, денег нет. Автомобиля у меня тогда не было, я ездил на метро, деньги одолжал иногда даже для того, чтобы купить пиво. Многие мужчины и женщины, которые выпивают, они в своей жизни принимают не самые правильные решения под зеленым змеем, а иногда и очень большие ошибки. И празднуя Новый год, мы с моим знакомым пошли в клуб, намешали там большое количество алкоголя. Мне стало безумно плохо. Он сел нетрезвый за руль, смог завезти меня домой. И по пути уже к себе домой он разбил свою машину. То есть он влетел между 2 деревьев, вышел из машины, пошел пешком домой и на следующее утро забрал машину, ремонт которой не имел в принципе никакого смысла.
И знаете, посмотрев на это все, что у меня нет практически ничего, я ничего не добился, у меня нет здоровья, у меня нет сил добиваться своих целей. Знаете, во мне родился такой момент, что я начал реально чувствовать, что алкоголь мне не помогает, он мне мешает. Он сковывает мои руки и сковывает мое сознание. Я не знаю, чувствуете ли вы так же, может быть, он вам помогает. Если он помогает, то слава богу. Но я пришел к тому, что он мне действительно мешает. И я реально задумывался о том, чтобы завязаться алкоголем полностью. Так как у меня не было денег, это дало бы мне возможность сэкономить. И это был один из определенных таких ключевых моментов. Также плюс я поставил себе задачу купить автомобиль, потому что я понимал, что ездить мне на метро не нравится, потому что права я получил еще 8 лет тому назад, но у меня не было машины, и машина тоже бы мне помогла отказаться от алкоголя, потому что мне нравится водить больше, чем пить. И в один момент, когда я заходил в магазин, мне надо было купить продукты, и я проходил возле стеллажей с пивом, я подумал, что надо чем-то пиво заменить, неважно чем, но надо чем-то заменить. И что я сделал? Я купил 5-литровую бутылку воды и ее выпил буквально за 2 часа. Мой желудок наполнился, и мне перестало хотеться вообще что-то пить. Ну, вы попробуйте 5 литров воды ввалить в себя за 1,5-2 часа, вам точно ничего не захочется. На следующий день я также, проходя через стеллажи с пивом, захотел взять бутылочку, но я вспомнил, что мне надо любыми путями отказаться от алкоголя. И я набрал целую корзину различных фруктов, бананов, апельсинов, груш и так далее. И таким образом я прожил 2-й день. 3-й день я начал поступать так же. Я купил себе винограда, я купил себе, не помню еще что, но я начал просто замещать. Как только у меня появлялось какое-то желание, знаете, у меня было желание бросить пить, но привычка, она оставалась очень сильной, ее было очень сильно побороть, поэтому я брал и замещал покупку пива, замещал покупку воды или фруктов, или овощей, делал себе овощные салаты и так далее. И я даже представить не мог, насколько это классно на меня повлияло, потому что уже через неделю у меня ушло желание покупать пиво. Дальше мой знакомый пригласил меня в зал. Он, кстати, тоже такой интересный человек. Саша Мацкевич, если ты меня смотришь, тебе привет. Я тоже удивлялся, как это, когда мы сидели вместе, у нас был общий бизнес, мы сидели вместе на корпоративе, несмотря на то, что мы за него заплатили деньги, и там было накрыто все, вино, там водка, там коньяки и так далее, он только кушал и абсолютно не пил алкоголь. Я тоже удивлялся. А он начал заниматься тайским боксом, и он пригласил меня, он сказал: пойдем с тобой вместе в зал. Я говорю: блин, да я боюсь, там меня побьют. У меня действительно с самого детства был такой страх. Действительно, меня в детстве очень много обижали, очень много били. И вот эта школа, в которой я получал основные свои тумаки, и я не мог ничего ответить, потому что там были старшаки, которые просто меня колосматили практически на каждом уроке. У меня был основной комплекс, что я не могу постоять за себя. Я подумал: блин, сколько тут жизни, надо пойти сходить на первое занятие. Я пришел в клуб тайского бокса, и мне очень сильно понравилось. Знаете, и обстановка, и то, какие там люди. Я увидел, знаете, что меня больше всего поразило? То, что пацаны по 30-35 лет, они настолько классно двигаются, они настолько классно бьют, они настолько классно занимаются, что я в свои 25 я чувствовал себя полнейшей рухлядью, понимаете? Я выдыхался уже через 10 минут, хотя тренировка шла 2-2,5 часа. И я почувствовал, что действительно между
И, кстати, большинство из них абсолютно также не употребляло алкоголь. Или употребляло по праздникам. И я почувствовал, что в этом что-то есть. Когда ты не пьешь алкоголь, ты лучше себя чувствуешь. А если ты еще плюс занимаешься спортом, ты красиво выглядишь. Там много девчонок, которые тоже классно выглядят. У них точеные фигуры. Плюс еще они имеют возможность постоять за себя. Если раньше я тусовался в клубах, раньше тусовался в барах, там со своими знакомыми, которые пили и курили, то сейчас я попал абсолютно в другую компанию, где люди проповедуют именно здоровый образ жизни, понимаете? Решил полностью завязаться алкоголем и сделать это на всю жизнь. И для меня мне настолько понравилось вот это, знаете, состояние трезвости, состояние, когда ты трезво воспринимаешь весь мир и обстановку, и принимаешь трезвые решения, что дела пошли в гору. Я начал зарабатывать больше денег, я поменял деятельность, которая мне не нравилась, и начал заниматься действительно тем, что мне нравится. У меня появился автомобиль, и я управляя им каждый день, я чувствовал себя, мне ничего не надо было, мне просто достаточно было куда-нибудь ехать, и при этом мне не было желания пойти куда-то напиться и так далее. Был такой момент, что я думал, может быть, сегодня же выходной, сегодня же праздник, сегодня же Новый год, сегодня же день рождения, может быть, позволить себе немножко. И знаете, вот этот страх, что я сорвусь, вот этот страх, что я позволю себе сегодня еще немножко, потом завтра еще немножко, а потом еще больше и больше, меня опять затянет в то состояние, когда у меня живот, когда у меня млявость такая, как у нас в Беларуси говорят, обыяковость життя. Это сыграло очень важную роль, потому что я боялся и до сих пор боюсь потерять вот это состояние полной адекватности и полной трезвости. Я посещаю тренировки 2 раза в неделю. Занимаюсь любимым делом, это видеоблогинг, люблю путешествовать, у меня есть грандиозные цели и планы. Для меня пробежка утренняя и хождение в зал, и вот, знаете, после того, как ты выходишь полностью убитый в зале, для меня это намного больше приносит кайф, чем посидеть с друзьями в каких-то кабаках. Я когда прихожу со своими друзьями в клуб, то в состоянии трезвости я круче отдыхаю. Вот у меня как-то так получается. Может быть, просто такой человек, или я себе как-то это внушил. Я отдыхаю намного круче и чувствую себя на утро намного лучше, чем они. Я в любой момент могу сесть за руль. Я в любой момент могу принять нужное, правильное решение, и мне это нравится. Мне нравится такой стиль. Я был знаком с теми людьми, которые употребляли там легкие наркотики, употребляют алкоголь, и я горд за то, что я не зависим от этого. Мне не надо никаких допингов для того, чтобы войти в состояние радости, для того, чтобы войти в состояние работоспособности, для того, чтобы завести с кем-то беседу или разговор. И даже в общении с противоположным полом, если бы мне надо было там с кем-то познакомиться, сейчас у меня есть девушка, и мне не надо, но если бы мне надо было с кем-то познакомиться, я бы чувствовал себя еще более уверенно. Мне не надо никакой допинг. И поэтому, друзья, я очень горд за себя. Когда я думал снимать это видео, честно говоря, я в жизни не так много чего добился. В свои 28,5 лет я пока что не имею того стабильного дохода, того дохода, которым бы мне хотелось, того автомобиля, которым мне хотелось, того жилья. Я не живу, я не путешествую так много, как мне хотелось. О, уточка. Видите, сколько можно всего приятного увидеть на трезвую голову. Многое остается у меня впереди. Алкоголь, любой алкоголь,
за исключением, наверное, тех же самых конфет с ликером, находится вне карты мира, моей карты мира. А отказаться от любых допингов для того, чтобы хорошо жить, это привилегия немногих людей. Люди находят тысячи оправданий себе, почему им надо сегодня выпить, почему им надо сегодня покурить, почему им надо сегодня заняться, остаться дома, а не побежать там на пробежку, сесть на тот же самый велосипед и не поехать, как вот этот дедок. Это стоит хотя бы один раз в жизни попробовать, для того, чтобы это попробовать и сравнить свою жизнь до и после. Это того стоит. И знаете, я не хотел бы вам давать каких-то рекомендаций, каких-то советов. Во-первых, потому что у вас абсолютно своя жизнь, и вы сами решаете, как ее прожить. Может быть, вам действительно это не надо. Может быть, алкоголь вам действительно где-то помогает в жизни. Но что должно быть в человеке для того, чтобы он закончил употреблять алкоголь и стал жить трезво? Первое, в нем должна быть большое желание. А второе, в нем должно быть реальное ощущение, вот начиная с кончиков волос, заканчивая пятками и каждой косточкой своего тела, что это ему действительно мешает. И третье, у вас должны быть какие-то цели в жизни, и вы понимали, что для того, чтобы мне достичь того уровня жизни или той цели, которую я хочу, алкоголь мне будет очень сильно мешать. Я просто вам рассказал свою историю. Я видел много поломанных жизней из-за алкоголя. Все начиналось с малого. Все начиналось с каких-то общих тусовок. Все начиналось с первого бокала пива. Просто я пожил 25 лет той жизнью, и сейчас я живу новой жизнью. Мне нравится больше. Вам ничего не поможет, если вы не захотите сами. Ничего. Я вам не смогу это внушить, потому что, возможно, вам это не надо. Также большим стимулом было и история состояния моей семьи, когда мой папа, он в свое время, в 90-х, пытаясь чего-то добиться, он пил. Да, он пил. И потом, когда к сожалению, наша семья вынуждена была распаться, он уехал жить в Польшу. Он закончил полностью пить, но он не закончил курить. В 55 лет он умер от рака легких, потому что курил он очень много. И даже тогда мне рассказывали, когда ему сделали первую химию, у него удалили первую химию и операцию, у него удалили какую-то часть легких. Через час он стоял с сигаретой и с чашкой кофе. Настолько была большая вот эта привычка, без которой он не мог жить. И ему доктор сказал, что если вы сейчас не закончите курить, то мы не сможем вас спасти. И, к сожалению, так и произошло. То есть я потерял отца. Мой дед прожил до 90 лет. Рифма, да? Он очень часто садился на стакан. Потому что просто человек такого времени, он творческий человек был, писатель. Может быть, к нему так приходила муза. Он получил травму тазобедренного сустава. Он умер, можно сказать, не от алкоголя, но алкоголь заставил его где-то упасть и сломать вот эту шейку бедра. Моя мама, она на данный момент инвалид лежачий первой группы. И она любила выпить, и она любила покурить. Сейчас, конечно, она этого не делает, потому что она полностью парализована, и я за ней ухаживаю. Вот эта картина моей жизни, наверное, не самой счастливой, она меня также подтолкнула к тому, чтобы отказаться от алкоголя и прожить дольше. Я так не хочу стариться, я так не хочу проживать эту жизнь просто так.
Я хочу, чтобы каждая минута моего времени, она была заполнена интересным, приятным действием, и я двигался к своей цели, получал от жизни удовольствие. Друзья, надеюсь, что моя история кому-нибудь поможет. Потому что если это сделал я, это сделаете вы. Потому что я абсолютно не такой волевой человек, как вам, может быть, кажется. Я абсолютно обыкновенный. Те люди, которые со мной знакомы, меня знают давно, они это подтвердят. Я не имел ничего такого особенного. Просто я поменял мысли, решил поменять свою жизнь. Я ей был очень неудовлетворен. И я поменял свое окружение. Перейдя полностью на здоровый образ жизни, вам, к сожалению, наверное, придется пожертвовать теми вашими знакомыми, с которыми вы проводите ваши выходные где-то в клубах или барах. Потому что просто, приходя туда, возможно, у вас не будет уже общих тем, и вы пожертвуете каким-то кругом людей. Ну и ладно, пускай он уходит. Это не ваш круг, он вам уже не нужен, если вы действительно решили. А тот круг, который вам нужен, он к вам подтянется, либо вы перейдете на какой-то новый уровень. Потому что сейчас намного моднее жить здоровой жизнью. И многие говорят: ну, по праздникам же можно, там и так далее, и тому подобное. Да не можно, друзья, не можно. Если вы позволите себе по праздникам, то вы позволите себе и по выходным, а потом вы позволите себе по будням. И если вы думаете, что это не так, я вам хочу сказать, что быть полностью трезвым намного приятнее, и считать себя полностью трезвым намного приятнее, чем так не считать и так не делать. Поэтому, друзья, попробуйте полностью, вам это не надо. Организм человека, он был придуман, чтобы спокойно прожить без алкоголя. Я предлагаю вам подписаться на мой канал, если вам нравится то, о чем я говорю, поставить лайк, поделиться с вашим знакомым, которому это интересно. А в следующем видео я вам расскажу о том, как я скинул 15 килограмм за 2 месяца. Я расскажу, как я убрал живот. Я весил 105, сейчас я вешу 90. И еще хочу скинуть пару килограмм. До следующего видео. И увидимся с вами. Отличное утро. Отличное утро. Трезвенника, язвенника. Все, пока.